Игровая индустрия в наше время развивается настолько стремительно, что порой кажется, будто все новые популярные игры требуют мощных компьютеров для их запуска. Однако у многих людей есть слабые ПК, которые никак не справятся с такими требовательными проектами, как Atomic Heart или Cyberpunk 2077. Но это еще не повод отказываться от игровых радостей. Существует целый ряд увлекательных игр, которые как нельзя лучше подойдут для слабых ПК. В этом рейтинге я предлагаю тебе ознакомиться с топ-10 играми для слабых ПК. А если ты хочешь увидеть больше, тогда скорее ставь лайк на это видео. Тем самым ты дашь мне знать свою заинтересованность. Занимай свое удобное место, наливай чайку. У микрофона, как всегда, Барс. Приятного тебе просмотра. Мы начинаем. Наш список открывает Stardew Valley. Это удивительный и милый фермерский симулятор, который открывает перед вами огромный мир. В начале игры, управляемый игроком, герой получает наследство заброшенную ферму в вымышленной долине Stardew. Игра не ставит перед игроком какой-то определенной задачи, но предлагает множество различных занятий. Сажать различные растения и ухаживать за ними, разводить скот, заниматься ремеслом, добывать руду, а также участвовать в жизни соседнего городка, зарабатывая игровые деньги для расширения фермы. Stardew Valley создавался под сильным влиянием серии игр Harvest Moon. Единственный разработчик игры Эрик Браун изначально пытался создать программный клон Harvest Moon в качестве упражнения по программированию. Undertale. Если дословно перевести, то подземная сказка или подземная история. Компьютерная ролевая игра, разработанная американским программистом и композитором Добби Факсом. Игрок управляет ребенком, который случайно упал в пропасть и попал в подземелье. Большой, изолированный от людей мир. В попытках вернуться домой игрок встречает множество различных существ, некоторые из которых относятся к нему враждебно. Во время битвы игрок управляет маленьким сердцем, которое символизирует душу героя. Избегая атак противников в стиле Bullet Hell, игрок может убить нападающего или пощадить, что впоследствии будет влиять на концовку. Также на концовку влияет взаимодействие с иными персонажами вне сражения. Don't Strafe. Идея игры заключается в выживании посреди враждебного мира постоянства. Персонаж просыпается в лесу, где его встречает Максвелл, главный антагонист в игре, который советует поскорее раздобыть себе еды. С этого момента игроку предстоит исследовать мир, состоящий из нескольких биомов, попутно собирая различные ресурсы. Выживание осложняется большинством количеством врагов, погодными условиями, а также трудностью добычи еды и предметов, необходимых для комфортного существования. Игра не имеет определенной концовки, поэтому развиваться по законам песочницы игрок выживает, пока ему это не надоест или он не умрет. Все это вместе формирует выживание игрока и определяет его успех. Основные показатели персонажа находятся на экране и позволяют постоянно отслеживать его состояние. Braid. Это интригующий платформер-головоломка, игра с необычной механикой перемотки времени, разработанная Джонатаном Блоу. Игра была разработана как способ личной критики современных тенденций в разработке видеоигр. Он сам финансировал трехлетнюю разработку игры, а также пригласил Дэвида Хельмана в качестве художественного дизайнера. Сам же Блоу занимался программированием и дизайном игровых уровней. Игра повествует о герое по имени Тим, который пытается спасти принцессу от монстра. Фрагменты текста, размещенных на разных уровнях, раскрывают поэтапно детали повествования, давая подсказки о размышлениях и мотивах Тима. Игра является платформером, при этом она позволяет манипулировать временем. С помощью данной механики игрок должен преодолевать препятствия и собирать кусочки пазлов. World of Go — это неоднократно награжденная физическая строительная головоломка, полностью созданная лишь двумя парнями. Хватайте и перемещайте живых, извивающихся и разговаривающих шариков Go, чтобы построить различные структуры, мосты, пушечные ядра, дирижабли и многое другое. Вам наверняка понравится узнавать что-то новое о миллионах шариков Go, живущих в красивом мире Go. Они ведь даже не знают о том, что находится в игре, или о том, насколько они восхитительны. Таинственные уровни. Каждый уровень странный, опасный и красивый. Представляет новые загадки, районы и новых существ, живущих лишь в своих районах. Шарики мира Go. По мере прохождения вам будут открываться новые виды, каждый из которых имеет свои способности. Объединяясь, они медленно проходят с вами сквозь историю об открытиях, любви, заговорах, красоте, электроэнергии и третьем измерении. To the Moon.
В недалеком будущем был открыт способ, как можно поменять человеку память. Но так как между воспоминаниями и реальным миром могут возникать конфликты, память изменяют лишь людям, находящимся при смерти. Исследовательский центр Зигмунд занимается исполнением последних желаний путем внедрения иных в ранние эпизоды жизни. Это захватывающая история двух врачей, путешествующих по памяти пациентам, чтобы исполнить его последнее желание. Глубокий сюжет и чувственная атмосфера сделают эту игру запоминающейся. Игра начинается, когда доктор Ева Розалин и Нил Уотс прибывают к престарелому пациенту Джону Уэлсу. Попав в его последние воспоминания, они понимают, что он и вправду хочет на Луну, но не знает зачем. Папер, плиз. Станьте иммиграционным офицером в вымышленной стране и принимайте решение о том, кому разрешать въезд, а кому запретить. Действия игры берут начало в 1982 году на контрольно-пропускном пункте в вымышленном государстве под названием Арстоцка. Главный герой побеждает в лотерее рабочих мест и получает работу сотрудником пограничного контроля миграционной службы. Каждый игровой день игрок проверяет документы у иммигрантов, которые заходят на КПП по очереди и пытаются попасть на территорию Арстоцки. Задача игрока — проверять их на подлинность и соответствие всем правилам, которые игрок получает от руководства каждый рабочий день. Чем больше людей обслужит игрок, тем больше он заработает кредитов. В конце каждого дня игрок выбирает, на что ему потратить заработанные кредиты, но ему нельзя забывать о том, что он также должен кормить и содержать свою семью. Limbo — это художественная платформенная игра, выполненная в мрачно-черно-белой графике. Вам предстоит исследовать мир, решать головоломки и бороться за выживание маленького мальчика. Игра в жанре пазл-платформер с элементами survival horror, разработанной независимой датской студией Playdead. Сюжета так такового нет. Маленький мальчик просыпается в лесу, возможно, в чистилище, и бежит за светлячком, который указывает ему путь. Чуть позже игрок узнает, что у него была сестра, и он решает найти ее и воссоединиться с ней. Hotline Miami. В этой кровавой экшен-игре вы будете убивать преступников в ретро-стиле. Берите на себя роль наемника и выживайте в этом жестоком мире 80-х. Особенностями игры являются вид сверху, элементы стелса, чрезвычайная жестокость, а также сюрреалистичный сюжет. В переработе над исполнением игры разработчики вдохновились культурой 80-х годов. Также большим источником вдохновления служил фильм «Драйв». Игра разделена на несколько глав, каждая из которых поделена на этапы. В начале каждой главы главный герой просыпается в своей квартире и прослушивает зашифрованные послания, присланные ему на автоответчик. В каждом сообщении протагониста просит проделать определенную, кажущуюся рутинной работой в указанном месте. Бастион. Погрузитесь в захватывающую историю о выжившем мирном поселении, где вам предстоит исследовать опустошенную землю и бороться с тварями, освещая светом своего древка. В игре около десятков видов оружия, сделанных по принципу «если ты любишь молот, ты смертоносен с молотом», хотя, разумеется, тактическую целесообразность никто не отменял. Поэтому из арсенала можно брать на задание 2 оружия и 1 способность. Оружие можно улучшать найденными на уровнях материалами. Интересным решением стала винокурня. Каждый из сваренных там напитков пассивно дает мальцу, главному герою, какой-то бонус. По словам гейм-дизайнера Амира Рао, собирающихся из кусочков мостики, фирменная особенность Бастион стали решением 2 задач. Рао хотел видеть небо в изометрической игре и не хотел, чтобы игрок плутал по уровню в поисках места, где он не был. И уже впоследствии он придумал катастрофу. Вот и весь топ-10 игр, которыми можно насладиться на слабом ПК, не позволяя ограниченным возможностям твоего компьютера ограничивать себя в мире игр. Устрой себе несколько захватывающих приключений и наслаждайся своим временем, играя в эти увлекательные проекты. А на этом у меня все. Не забывай поддержать меня пальцем вверх. Тебе не сложно, а мне будет приятно. До встречи в новых роликах. Пока-пока.